Здравствуйте, тельцы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Давайте посмотрим, что же вас ожидает на следующей неделе, какие карты вам сегодня выпадут, что интересного произойдет у тельцов. Что интересного ждет тельцов на следующей неделе. Я напоминаю, что вы можете подписаться на мой YouTube канал. Можете оставить лайк, можете оставить сообщение, можете поделиться этим видео с кем-то из ваших близких, если считаете, что это видео им подходит, может быть больше даже, чем вам. Итак, давайте посмотрим, что же происходит у тельцов на следующей неделе. Какие карты вам сегодня выпадут. Итак, у нас есть понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. На дне колоды у нас пятерка жезлов. Как будто бы, знаете, как борьба, необходимость бороться, сражаться, необходимость решать какие-то вопросы, спорные вопросы, сложные вопросы, где вы упираетесь как в стенку и понимаете, что вам нужно с этим испытанием справиться. У вас цель, надежда есть, которую вам хочется реализовать, и вы рассматриваете какие-то варианты, какие-то возможности, которые вам здесь даются. Собственно, получится их осуществить или нет, уже дело такое, но у вас есть намерения, есть планы по карте звезда, и хочется осуществить эту цель, но вы чувствуете одиночество и чувствуете какое-то как будто бы уединение и чувство, что вам нужно поразмышлять об этом, нужно подумать об этом сложном вопросе, в который вы попали. Давайте посмотрим на Верховную Жрицу, которая здесь у вас есть. Вот она выпала у вас первой картой, и она показывает, что вам нужно быть мудрыми, благоразумными. Может быть, эта карта говорит о какой-то такой женственности, интуитивности, которая для вас здесь будет особенно важна, особенно если смотрят женщины. По Верховной Жрице вы здесь стараетесь быть очень терпеливыми, к окружающим, быть очень благоразумными, очень спокойными, очень взвешенными, старайтесь анализировать ситуацию, не принимать каких-то поспешных действий и принимать мудрые решения. Да, Верховная Жрица. Возможно, что-то делаете в тайне, какие-то тайные дела совершаете, о которых не говорите окружающим, что-то держите в секрете. Давайте посмотрим дополнительную карту. Здесь шестерка кубков и карта башни. Здесь что-то сокрушительное, что могло произойти. Это для вас было по Верховной Жрице чем-то неожиданным, новым. Это могло быть связано с вашим кем-то из прошлой жизни или отношений ваших прошлых. Может быть, это ваши дети, которые здесь что-то для вас такое сказали, вы что-то узнали, такое, чего не знали, собственно, для вас это будет новостью, какой-то такой сокрушительной новостью. Но вот шестерка кубков, она показывает, что это может касаться, собственно, вашей семьи или кого-то, кого вы считали как своей семьей. Да? Поэтому, собственно, я говорю про кого-то из ваших бывших отношений, поэтому шестерка кубков. Но вы стараетесь опять-таки быть разумными, благоразумными и какими-то спокойными, терпеливыми, несмотря на вот эту ситуацию какую-то разрушительную, которая произошла у вас в прошлом. И она, скорее всего, разбила сердце, потому что вот она, тройка мечей. Тройка мечей и шестерка кубков. Это неприятность, которая здесь произошла. Либо произошла в прошлом, и вы проживаете до сих пор эту ситуацию, поэтому шестерка кубков здесь вышла как напоминание о прошлом. Туз жезлов, карта решительных действий, вашего настроя действовать решительно и смело, ваша готовность к новым начинаниям, к переменам, страсть, желание здесь проявить себя в этих переменах, в своих возможностях, показать, что я еще много чего могу. Собственно, у меня много сил, у меня много здесь перспектив, у меня много шансов здесь, которые могут быть использованы, много дверей, которые могут быть открыты. И вы здесь готовы, собственно, действовать. То есть это карта действия. Это карта именно импульса, этого желания делать эти шаги по тузу жезлов. Давайте посмотрим дополнение, что здесь имеется в виду по тузу жезлов у тельцов. Карта пятерка кубков. Несмотря на разочаровывающую ситуацию, вы как будто воскресаете и стараетесь по королеве кубков
не давать себе забыть о том, что вы можете быть любимыми, что вы любите, что вы живые, что вы хотите чувствовать, что вы хотите испытывать на себе, собственно, да, эти эмоции. И да, 5 кубков показывает, что вы опечалены были каким-то событием, разочарованы, была какая-то провальная ситуация или какая-то неудача, может быть, в семье, да, какие-то ссоры, разногласия, но вы здесь готовы к переменам, готовы что-то изменить. 6 жезлов — готовность принимать мудрые решения, готовность здесь заявить о себе, показать себя, готовность показать себя лидером в этой ситуации. Или если вы здесь, возможно, едете куда-то на работу, где-то выступать можете. Или по 6 жезлов, кто едет на свидание, на какие-то встречи, тоже будет в центре внимания. То есть в целом вы как будто бы даете себе показать себя миру, показать себе, что вы есть, что вы существуете, чтобы на вас обратили это самое внимание. 6 жезлов также о том, что вы в целом можете достичь успеха в этот день, достаточно хорошего, как раз благодаря такой вашей активности по 6 жезлов. Поэтому, тельцы, обратите на это внимание в среду. Также у вас здесь рыцарь кубков. Я когда сказала, что вы можете ехать на свидание, вы можете здесь по рыцарю кубков с кем-то встречаться, то действительно вы как будто бы в таком воодушевленном настроении находитесь, и люди вокруг вас, они тоже как будто очень рады тому, что вы делаете, как вы поступаете, что вы приезжаете, к примеру. Может быть, это общение с водным знаком, это раки, рыбы или скорпионы. Здесь много каких-то решительных действий, новых начинаний, готовности заново что-то делать, готовности заново с кем-то строить отношения или новые отношения совершенно, да, новые отношения, как с нуля начинать, заново с кем-то создавать семью, может быть, или помириться с кем-то из родственников, если были разногласия. Не знаю, вот прийти с таким вот решением, да, перемирия и решительно действовать, чтобы, собственно, что-то предложить. Карта влюбленная, карта сама по себе говорит, да, о любви, о союзе, о взаимоотношениях с другим человеком, может быть, о желании выстраивать такие гармоничные, теплые отношения с другим человеком. Это союз, это пара. А также любые парные отношения, это может быть не обязательно любовные отношения, это может быть отношения на работе, это может быть отношения с другом. То есть это пара, но в любом случае желание создать хорошую, прочную пару, хороший, крепкий союз на работе или крепкие отношения в любви или крепкие отношения в дружбе. То есть это парные крепкие отношения, карта влюбленная. Там же, поворачиваясь к нам, карта королева жезлов. Может быть, к этому всему имеет отношение как-то огненный знак зодиака. Это лев, овен или стрелец. Либо вы здесь просто вот настроены очень настроены на успех. Да, в этих отношениях, карта влюбленная. Также может она говорить, кстати, эта карта о выборе, когда нужно принимать решение, делать выбор. Выбор лучше делать, прислушиваясь к себе, к своему сердцу, что вы чувствуете, как вы действительно хотите поступить. Карта мир, выбор, который вы делаете, карта мир, смотрите на вещи по-другому, потому что выбор, который вам нужно здесь, да, выбор, который нужно сделать, решение, которое нужно принять по карте мир, оно может говорить о том, что вы хотите здесь какого-то успешного цикла, успешного завершения, успешного начала следующего цикла, собственно. Вам хочется, может быть, перемирия с кем-то, кто вам дорог, если вы с кем-то в ссоре находились. Может быть, это любимый человек. Или кто-то, кто находится от вас на расстоянии, возможно, тоже здесь имеет место быть, потому что мир — это кто-то на расстоянии. И решение, которое нужно принять касаемо этого человека на расстоянии. Возможно, здесь поэтому и карта повешенная, что на расстоянии вам сложно какие-то конкретные действия предпринять. Либо вы по-другому смотрите на вещи, по-другому смотрите на эту ситуацию теперь уже в таком подвешенном состоянии. Дальше карта император показывает, что важное значение может иметь человек мужского рода, может быть, потому что все-таки император — это может быть человек знака Овен, потому что карта Овна в старших арканах, она соответствует Овну. Но в целом император такая мужественная карта, карта лидера, карта амбициозного человека, карта человека очень сильного и превосходящего, возможно, других людей. Возможно, вы здесь занимаете такую позицию лидера и, может быть, общаетесь с таким человеком. Для кого-то это общение с таким мужчиной, а для кого-то это может быть даже общение с начальством в пятницу. Но да, кто занимает эту роль императора, вы или другой человек, здесь может быть много значений на самом деле.
для вас. Итак, давайте посмотрим, Тельцы, что здесь еще есть. Есть карта Иерофант, есть карта четверка жезлов, и та про семью, возможно, общение с мужем, с братом, с отцом, то есть мужская фигура, либо вы занимаете такую важную, какую ключевую роль в семье, может быть, главы семьи, может быть, вы мужчина, вы занимаете такую роль по праву, да, либо вы женщина, но вы берете на себя такую роль главы семейства, решаете какие-то вопросы мудро. Карта Иерофант, благоразумно, следуя традициям или так, как это принято у вас в семье, то есть выступаете в роли такого духовного лидера или наставника. И по четверке жезлов хотите тем самым гармонизировать отношения в семье или привести к миру, к процветанию, к какому-то благополучию, счастью, собственно, в этой семье, постоянству. Дальше четверка мечей, карта размышлений. Очень много здесь мыслей будет, которые крутятся у вас в голове. Вы пытаетесь разобраться в себе, в своих чувствах. Можете занять какую-то позицию такого отдыхающего, да, человека, какой-то тайм-аут взять, передышку, может быть, просто отдохнуть в субботу, чтобы никто вас не трогал, никто не беспокоил, побыть просто в одиночестве дома, один на один, или просто отбросить все домашние дела и не заниматься здесь какой-то работой. То есть четверка мечей про отдых, про паузу, про медитацию, про вот такую вот остановку, которую вы делаете. У кого-то она может быть вынужденная, может быть, вы просто здесь вынужденно должны полежать и отдохнуть, в конце концов. Четверка мечей. Давайте посмотрим, что еще здесь есть. Карта пауза, действительно карта повешенная, то есть пауза, остановка, остановиться, может быть, вынужденно остановиться, пересмотреть какие-то вещи, увидеть их по-другому, в другом ракурсе. И рыцарь Пентаклей, это может касаться земного знака, либо вы, земной знак в целом, да, понимаете, что нужно к чему-то двигаться неспешно, не торопясь, быть более терпеливыми, более спокойными, более рассудительными, да, не спешить события, даже если какие-то конфликты, разногласия возникают, тем более не торопить события, быть более вразумительными, да, такими рассудительными, вернее. Дальше девятка кубков, карта успеха, праздника. У кого-то может быть возможность быть приглашенным на какой-то праздник, возможность что-то отмечать по карте девятка кубков, возможность здесь почувствовать достаток и благополучие, может быть, порадовать себя какими-то приобретениями, что-то, что может дать вам ощущение роскоши и ощущение этого пиршества или этих излишеств, или этого праздника, так вернее сказать. Девятка кубков. Достаточно хорошая карта. Девятка кубков. Она, не только о радости, да, она о материальном, которая позволяет вам быть счастливыми, потому что вы можете себя чем-то, вы знаете, как будто осчастливить, что-то купить, приобрести в воскресенье. Поэтому смотрите, может быть, вы правда здесь что-то себе приобретаете, и это может на вас оказать такой эффект. Но при этом девятка мечей, карта десятка мечей, две такие карты, которые здесь у вас выпали дальше. То есть вы здесь могли принять какое-то решение, которое в итоге вызовет у вас сомнения, может быть, чувство вины или стыда за это. Может быть, вы понимаете, что не стоило что-то делать, вы могли потерять какие-то деньги на какие-то свои прихоти. Возможно, не стоило на эти прихоти тратиться или расходовать эти средства, да, то есть нужно быть все-таки осторожнее здесь и благоразумнее в этом отношении, потому что вы можете себе что-то такое позволить, какие-то излишества, которые могут вам аукнуться, поэтому нужно быть осторожнее. Или можете себя винить за что-то, что вы здесь сделали. Возможно, не стоило бы, допустим, здесь, да, опять-таки это делать. И десятка мечей о том, что вы из этого испытываете стресс, дискомфорт, у кого-то переедание банальное может быть, да, что-то вот такое, вот в таком духе. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз на неделю для вашего знака зодиака мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего, тельцы. До скорого!